Ученик 6 класса В 20-й московской школы Коля Герасимов находит в подвале пустого дома машину времени и без разрешения отправляется на ней в будущее. Он оказывается в конце 21 века, где встречает гуманного робота Вертера, который позволяет Коле съездить на космодром. На космодроме Коля видит, как космические пираты Весельчак У и Крыс, прибывшие на Землю, чтобы добыть уникальный прибор для чтения мыслей мелофон, крадут его у Алисы Селезневой. Коля приходит на помощь Алисе и успевает перехватить мелофон. Пираты гонятся за ним. И лишь помощь робота Вертера позволяет Коле вернуться в наше время и спасти мелофон. Но сам Вертер погибает. Вслед за Колей к нам проникают космические пираты. А также Алиса. Алиса знакомится с одноклассницей Коли Герасимова Юлей Грибковой и попадает в 6 В. Но вот беда. В классе 3 Коли. И подруги не знают, какой из них скрывает у себя мелофон. Коля Герасимов рад бы сознаться, но его запугивает Фима Королев и уговаривает затаиться. Кольцо вокруг Коли сжимается. Попытка отправить мелофон в будущее проваливается, потому что вход к машине времени закрыт. Алиса временно учится в 20-й школе и показывает себя отличной ученицей и спортсменкой. Это доказательство того, что через 100 лет все школьники станут отличниками и спортсменами. Наконец, Коля решает отдать мелофон Алисе. Но именно в этот день пираты проникают в школу. Спасая Алису и мелофон, Коля решает отвлечь внимание пиратов на себя. Пираты гонятся за ним, а Алиса за пиратами. Тогда Юля Грибкова рассказывает все своим товарищам, и они спешат на помощь девочке из будущего. Они не знают, что Коля попал в лапы пиратов, и те готовятся его пытать, чтобы выведать тайну мелофона. Попробуешь рот разинуть, убью. Главное, ни во что не вмешиваться. Я вас правильно понял? А я просто хотел помочь. Может, тяжело? Не надо. Я пойду? Сидеть. Не вздумай вызвать милицию. Ну что вы, я просто хотел помочь поднести этого мальчика. Вот если кто пробежит мимо и спросит про нас, про мальчика, что ответишь? Никого не видел, все люди братья, все должны помогать друг другу. Молодец. Сиди, читай.
Извините, здесь никто не пробегал? А кто здесь должен был пробегать? Мальчик. А, мальчик. Сколько лет мальчику? Моего возраста мальчик. А за ним два бандита бежали. Один толстый, другой худенький. Ему грозит опасность. Ай-яй-яй-яй. А что же мальчик такое натворил? Это не он натворил, а они хотят натворить. Они очень плохие люди. Преступники. Преступники? Преступники? Нет. Никогда не видел преступников. Ну как же, они должны были пробегать здесь, минуту назад. Нет, если бы видел нарушение порядка, я, конечно, бы сигнализировал. Куда следует. Может, они в тот двор побежали? Может. Нет, даже наверняка в тот двор. Я ничего не видел, но я слышал. Пойди посмотри в том дворе. Фу. Ну вот. Как я предполагал. Температура. Все. Пора баиньки. Ребята, давайте разделимся на группу поиска. Каждая группа возьмет на себя по переулку. Глупая мысль. Мы же не знаем, где они теперь. Может, они уже в Мариной роще. Коля, думай скорее, ты же умный. Им грозит опасность. Я думаю, надо сделать так. Ты, Юлька, пойдешь к себе домой. А ты, Фим, пойдешь к Коле. Может, они успели спрятаться. Верно. Я не пойду. У меня есть более реальный план. Ну говори же, не теряй времени. Не торопи меня, сама во всем виновата. Фима, они бы и без Милы добрались до школы. Я знаю, что я виновата, знаю. Но что же все время меня в этом упрекать? Ладно, забыли. Значит так. Я беру наиболее крепких, и мы идем в тот дом, где находится машина времени. Пираты туда подойдут, и мы их там перехватим. Нет, мы все пойдем. Ну что же мы стоим? Где этот дом? Ну ладно, пошли. Юля, ты не видела? Да, там еще надо дворами. Один такой худой, а второй Марта Ирастовна! Марта Ирастовна! Марта Ирастовна! Марта Ирастовна! Вы тут Алису не видели? Разумеется. Ваша Алиса совершенно неуправляема. Я раскрыла ей светлые перспективы большого спорта, и знаете, что она мне ответила? Что? Ничего. И более того, она ушла от меня, но временно. А куда? Куда она побежала? Вон, видите тот серый дом? В нем подъезд. Он, очевидно, проходной, потому что она не вернулась, и я ее не обнаружила. Хотя поднялась без лифта на 6-й этаж.
Когда ее увидите, скажите этой девочке, что ей не избежать большой спортивной славы. Грех с такими данными манкировать. Так и скажите. Вода кипит. Ну, потом я режу морковочку, лучок. Так, сразу кладешь или пережариваешь? Нет, я ничего не пережариваю. Ага. Кладу Кладешь. в кипяток, потом прибавляю чесночку, наношу понятно. соль. Понятно. Ну и... Всё уваривается. Понятно. Здравствуйте. Здравствуй, девочка. Вы не видели, здесь не пробегал мальчик, а за ним два бандита бежали. Каких бандитов? Что такое? Не видели? Какое варварство гоняться за ребенком? Наташа! Ванечка! Славочка, Миша! Славик, Павлик, Мишенька! Славик, Павлик, Мишенька! Надо что-то решить. Алиса. Алиса, ты их догнала? Нет. И не знаешь, где Коля? Нет. Но зато теперь мы вместе. А вместе всегда лучше. Ой, Алиса, ты меня извини, пожалуйста, но я все рассказала ребят. Вкратце, они все поняли. А что ты рассказала? Ну и про мейлофон, и про то, что ты из будущего. Не бойся, эта тайна умрет вместе с нами. Конечно. Спасибо, ребята. Только сама еще ничего не понимаю. Алиса, ты пойми меня правильно. Это я привела их в школу. Я думала, что так лучше, что ты просто больная. Они сказали, что ты ненормальная. Ну что же вы стоите? Они, наверное, сейчас Колю пытают. Дети, а ну-ка с военными играми на бульвар, только соберешься заснуть. А тут тебе сразу про пытки, про проходные дворы. Ну сколько раз можно повторять, понимаете? Что улица не место для игр, что для этого существуют специально отведенные территории. А мы не играем. Не спорь, пошли. Ну постойте, где же мы будем искать Колю? Самое ужасное, что я видела, как он бежал в подъезд и не выходил. А откуда ты знаешь, что он не выходил? Там во дворе сидел мужчина. Он читал книгу. Он мне сказал. Может, он зачитался? Ты не заметила, какая книга? О вкусной и здоровой пище. Мог и зачитаться, если, конечно, не пообедал. Пошли. Значит так, на повестке дня 2 вопроса. А почему 2? Вопрос номер 1. Как спасти Колю? Вопрос номер 2. Как найти и вернуть мелофон? Будете высказываться, товарищи?
Или дадите слово мне. А тебя никто не выбирал в председателя. Самый решительный момент, самый способный, берет руль в свои руки. Иначе корабль утопнет. Слово предоставляю Алисе Селезневой. Я уже сказала, что пираты вбежали в дом и не выходили. Ты думаешь, что пираты в том сером доме? Значит так, мы решили. Обыскиваем тот серый дом. Там в каждом подъезде по крайней мере 20 квартир. Ну и что? У меня рабочая гипотеза, что пираты скрылись на чердаке. Чего ты это взял? Предчувствие. Ой, девочки, я так переживаю, что скоро умру от страха. Лучше бы я об этом ничего не знала. Ну иди домой. Все равно от тебя никакого толку. Борь, помолчи. И ты, Альбина. Я только хотела сказать, что у меня от этих переживаний разыгрался жуткий аппетит. Я даже на контрольно голодаю. Ладно, идем в общем по квартирам. Стойте! 2 минуты! Мы не можем решить одну проблему без второй. А сейчас, наверное, Колю пытают. Ну что ты раскаркалась? Никто его не пытает. Последний раз я видел мелофон в шкафу у Коли. Есть шанс, что он там лежит. А если они будут пытать Колю, он может сознаться. Пираты придут к нему домой, и что будет, что будет. Никогда он не сознается. Я его знаю, наш человек. Но аппарат у него все равно надо взять. Только я так думаю. Сначала надо спасти Колю, а потом уж брать аппарат. Ты как, Алиса? Вы что, думаете, если я за мелофоном приехала, то сейчас побегу за аппаратом, а Коля пусть отдувается за меня? Алис, ты не волнуйся. Мы уж как-нибудь без тебя справимся. Мы ж все понимаем. Угу. Я с вами согласна. Сначала ищем Колю. Мелофон подождет. Правильно, тогда пошли. А может, не так? Может, одно другому не мешает? Фим, тебе Колькина мать доверяет? Разумеется, даже больше, чем ему. Все мамы и бабушки считают, что я положительный. Потому что у меня хороший аппетит. Тогда вот что. Мы идем проверять тот дом, так как нас много. А ты со всех ног беги к Коле Герасимову домой. И придумай что-нибудь, чтобы Колькина мать позволила тебе взять мелофон. И сразу к нам. Идея. Фим, тебе охрану дать? Охрану? Вообще-то я один справлюсь. Ну ладно, давайте охрану. Ребята, кто хочет охранять Фиму? Ребята, повторяю, кто хочет охранять мелофон, из-за которого может начаться космическая война? Но если так, то я пойду. А то Фимка вечно что-нибудь напутает. Садовский, попрошу без критики. Ты моя охрана и не больше. Вас понял. Ну ладно, пошли. Садовский, за мной. Нет, его не открывали зимой. Ох, Фима, предчувствие. Побольше бы ему верить. Я так и знал, что мы здесь ничего не обнаружим. Кроме ржавого замка. Так где же Коля? Опять пропал? Обед остывает. Мы с ним мотоцикл чиним. Какой мотоцикл? Коля никогда не чинил мотоциклов. А у нас задание такое. Нас специально после уроков оставили.
Поймите, Инна Кирилловна, наш век НТР, технического прогресса, каждый должен уметь починить мотоцикл. Бред какой-то. Так что ж тебе нужно? У Коли в шкафу ящик, знаете? Там, где барахло лежит, которое я все выбросить собираюсь. Именно там. Там лежит тестер для электросети. Коля просил меня сбегать и взять его. Можно? А что же он сам не пришел? А вы бы его обратно не выпустили. Ну иди, смотри. Вот это да. Куда же он его спрятал? А может быть... Ты же собирался тестер взять, а не втирать коленками пол. Кто же это убирать будет, а? Я уберу. Сомневаюсь. Вот вам бутерброды, отнеси Коле, съешьте. И передай ему, что я терплю подобные исчезновения в последний раз. А иначе приму меры. Понял. Все в порядке? Мелофон исчез. Он его перепрятал? Боюсь, случилось самое непоправимое. Коля взял его с собой в школу, чтобы отдать Алисе. Но не успел. И теперь мелофон в руках у пиратов. А Коля доказывает свою невиновность где-то в 2100 году. Да брось ты эти шуточки. На, ешь. Герасиму это уже не понадобится. Кончай хохмить. Ты мелофон хорошо искал? Я везде смотрел. Его нигде нету. Так что спешить нам некуда. Тебя здесь никто искать не будет. Все равно вас поймают. Молчать! Ты вот лучше скажи, куда ты спрятал мелофон? Какой мелофон? Ой, мальчик, только не надо, не надо. Ты думаешь, такие смешные пираты, весельчак и этот... Крис. Да. Бегают по вашему времени и ищут этот несчастный мелофон. Вот ошибаешься. Не очень-то мы смешные. Ну зачем так? Мальчик нам сам все расскажет. Он хороший, добрый, воспитанный. Вот он сейчас подумает и все расскажет. Конечно, хороший. Романтик. Из него неплохой бы пират получился. О, слушай, а может возьмем его с собой юнгой? Станет авантюристом без страха и упрека, ценителем космических трасс. Ну как, мальчик, согласен? Ну что ж, тогда придется взять его маму, привести сюда, помучить. Ведь дети не любят, когда мучают их родителей. Ага, испугался. Значит, есть нервишки, есть. Мы еще и Алису с собой возьмем. Ведь не исключено, что он успел передать ей аппарат. Нет, никто не знает про мелофон. Это я спрятал мелофон. Молчать! Ни мать, ни Алиса ничего не знают.
А если будешь кричать, мы тебя вообще ликвидируем. Ну, так где мелофон? А? Эй, у нас ничего. И у нас. И есть хочется. Ой, погоди, у меня, кажется, где-то шоколадка была. Вот бы сейчас мелофон. Приставили бы к двери и послушали. Это идея. Ой, ребята, это что такое? Это, наверное, опять штучки Садовского. Вот всегда он что-нибудь подсунет или подложит. Что это такое интересное? Вот это и есть он. Кто? Мелофон. Ой, девочки, я этого не переживу. Я как другому. А как он работает, а? А сейчас мысли считай. Такой? А ты какой хотела? Ну ведь понимаешь, из-за него столько всего случилось. Значит, он должен быть как космический корабль. А как же он в сумку попал? Вот Ведь кто-то должен был его туда положить. Правильно. Может, Садовский? Я откуда знаю? А, вспомнил. Еще перед уроком Герасимов к Юлькиной сумке подошел. К моей? Да, а я смотрел и решил, что он записку положил. Еще спросил его тогда, ты что, влюбился? Записку? Ну да, именно поэтому я его спросил тогда, ты что, влюбился? Алисе. Алиса, это тебе. Что там А пишет? что это? Прочитай. Ну, подвинься, не мешай ей читать. Алиса, ты все равно уже догадываешься. Или скоро догадаешься. Если ты считаешь, что виноват я и заслуживаю с вашей точки зрения наказания, я не буду спорить. Но даю честное слово, что я не хотел брать мелофон, а хотел спасти его от бандитов. Извини за задержку. Хочешь велосипед? Нет. Мотороллер. Нет. Ну, хочешь «Жигули». Ты представляешь, такой маленький, а уже «Жигули». Нет. Ну, хочешь денег? Много, много денег. Не нужны мне ваши деньги. Нет. Нет? Ничего не получишь. Ты помнишь, весельчак, как мы сломили казначея из славного города Векли? А, это на Блуме. Сколько он продержался? Да быстро открыл тайну сейфа. У нас время есть. Все правильно, никого нет дома. А может, они просто не думают? Сказанул. Это надо уметь не думать. Только такие гении, как ты, это могут. Охо-хо. Да. К тому же жена. Они спорят. Они ссорятся. С утра ссорятся. Кому идти за молоком? Вот и сидят без молока. Даже кошка без молока. Бедная кошка. А я вчера бездомного котенка накормила. Молодец. Алис, дашь послушать, а? Послушай. Почему он не звонит? Пускай он позвонит. Может, он телефон неправильно записал? Нет, я сама ему телефон записала. Сразу, как танец кончился, я ему телефон записала. А он обещал с утра позвонить. По-моему, какая-то дура влюбленная. Даже неудобно послушать. Мы не для развлечения, мы по делу. И не получаем от этого никакого удовольствия. Потеряли полчаса и ничего не обнаружили. Отрицательный результат. Это тоже результат. Да, зато мы теперь точно знаем, что Коли здесь нет. И мелофон мы нашли. Правильно, пошли. Ребята! Явились. Ребята, тихо. Мелофон пропал. Не может быть. Ты что, не понимаешь, что это значит? Что? Коля взял его с собой, чтобы отдать Алисе, но не успел.
И теперь Мелофон в руках у пиратов, а Коля погиб. Да ну? Нет, Мелофон мы нашли. Не может быть. Вопросы потом. Так чего же нас гоняли? Слушай, Фим, неужели ты все сожрал? Ты же для всех нес. Вот дает. Я задумался. Айда помогает мыслить. Значит так. Алиса видела, что Коля вошел в этот подъезд. Но никто не видел, что он вышел. Да, и к тому же в этот подъезд вошел по крайней мере один из пиратов. И тоже не вышел? Ну да. И мы проверили все квартиры с Мелофоном, верно? Да. И ни в одной квартире Коли нет. Вот вам результат. Ну, Ее еще здесь не хватало. И других привела. Зачем она на меня так смотрит? Неужели подозревает? Это он. Да. Я не хочу ни во что вмешиваться. Это их дела. Все они преступники. Да, все. Даже когда изображают детишек. Главное, чтобы никто не подумал, что я боюсь. Живым не уйти. Закричать? Нет, ничего страшного. Сейчас день. Кто-нибудь обязательно увидит. Меня спасут. Вот попал. Это точно две банды. Точно. А вдруг, если я буду кричать, а они меня? А потом мне будет все равно. Нет. Сегодня же в поезд, в самолет, бежать. 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 Все правильно. Он наврал. Ну вот теперь я с ним поговорю. Погоди, я с тобой. Всем оставаться на своих местах. И смотрите смертельный номер. Простите, вы будете Наполеон Бонапарт? Что? А? Какой Наполеон? Если вы Наполеон, то должен вас предупредить, что сезон охоты на Наполеонов уже открыт. Со вчерашнего дня. Причем буду снимать шкуру. У вас натуральная? Да. Хулиган. Типичный хулиган. Скрытность еще никого не доводила до добра. Например, когда мой дедушка шел охотиться на Наполеонов, то брал с собой ведро керосина. Стоит только побрызгать немножко керосина на хвост Наполеону, как тот сдается в плен. Да? Угу. Но однажды таким образом он решил поймать тигра и никому об этом не сказал. Тихо. Кричать не надо. Каждая ваша мысль нам известна. Дети, какие мысли? У меня нет ни одной мысли. Клянусь здоровой мамочке. Они поймали мальчика? Не знаю, но мне угрожали. Поймали, не поймали. Откуда я знаю? Тащили бесчувственного, это я видел. Куда они понесли бесчувственного мальчика? Мальчика? Они понесли его на чердак вот этого дома. Клянусь здоровой мамочке. Так я вам и рассказал про заколоченный дом. Все, он признался, что пираты понесли Колю в заколоченный дом. Между прочим, я ни в чем не признавался. Я буду жаловаться. Я не знаю никакого заколоченного дома. В вашем возрасте пора научиться врать как следует. А то что за любительство? Я не видел, я не говорил. А я не врал. Меня возмущает, как могут сохраняться такие люди, на глазах которых двое здоровых мужчин тащат бесчувственного мальчика. И они не только не вмешиваются, но скрывают это. А если у них есть право носить мальчиков? Нет, Как это они же нет? преступники. Вы подлец. Я вызываю вас на дуэль. Любым удобным для вас оружием. В любое место и время. Ну? Да. Я готов. Может, догоним? Хулиган. Нет, ребят, его уже не перевоспитать. Слабоватый попался. Мне это не нравится. Ну ничего, отойдет. Все, мы опоздали, весельчак. Что?
Понял? Не дурак. С этим что делать? Пусть лежит здесь. Понял. Понял. Значит так. Я отвлекаю детей, ты заманиваешь Алису. Понял? Да. Повтори. Ты отвлекаешь детей, я заманиваю Алису. Да ты не сомневайся. Действуй, сынок. Ребята, скорей, за мной! Я им ничего не сказал и никогда не скажу! Там Куда где же же он бежать? Вы тут мальчика не видели? Какого мальчика? Какой Да вон туда побежал, он туда. А я за молоком. Ага. За молоком ходила. Алиса! Алиса! Я здесь! Коля. Спаси меня! Они меня убьют! Иди зови ребят. Понял. Они меня пытали! Но я ничего не сказал! Алиса! А где ребята? Они за Колей побежали. За каким еще Колей? Я же его только что видел. Это пиратские штучки. А куда они побежали? Вон туда. Ребята! Ой, что вы делаете? Мне больно! Алису! Почему? Ой! Спасибо! Все равно ничего не сниму.
Коля. Коля, что с тобой? Что они с тобой сделали? Алиса. Я им ничего не сказал. Алиса. Девочка моя, тебе все равно не уйти от большой спортивной славы. Все! Все. Это я был у окна. А ты, крошка, и не понимаешь, что Коля может быть не только один, но и два. И три. Алиса! Девочка моя, ты даже не понимаешь, от чего ты отказываешься? Что здесь происходит? Мымра. К стене. К стене. Мымра. Ты что? Ой, пират, весельчак. Так ведь это же тот, которого я встретил в сквере. Так это я пират, весельчак, пират. Тот самый? Ну да. Что же вы наделали? Вы ж человека убили. Убили. Но я всех в милицию отправлю. Убили. Пойду скорую помощь вызывать. Мелофон, вон у него мелофон. Надо что-то делать. Правда наш мелофон. Фимка, ну Фимка, придумай что-нибудь. что-нибудь. Тихо вы! Стой!
Отдай милофон! Фиг тебе! Убью! Убью! Сбежать хотел. Один. Куда? Стойте. Пристрелю первого, кто двинется с места. Они не посмеют. В конце концов, мы в Москве, в 20 веке. Может, обойдем? Быстрее пройдем. Не заметят. Надо обойти колонну. И все не лежат. Да что же мы стоим? Они же уйдут. Они правда уйдут. Уйдем. Еще как. Уйдем. Именем закона галактики вы арестованы. Что? Бросайте оружие. Вы бессильны. Вот это да. Ой, вы их убили. Ничего страшного. Они парализованы. Когда нам будет нужно, они придут в себя. Фима, а где Алиса? Разве вы знаете, как меня зовут? Значит, вы в самом деле... Полина.
А где Коля? Я здесь. Это я во всем виноват. Нам пора возвращаться. Конечно, надо бы взять с вас слово, что вы будете молчать обо всем, что видели. Ничего не получится. Кое-кто обязательно проговорится. Подожди, это ты меня имеешь в виду? А Феме вообще лучше память стереть, а то он такого нафантазирует, что страшно подумать. Я? Я могила? Кто с первого дня знал, что Герасимов в будущее летал? Разве я хоть одним словом проговорился? А я обязательно проговорюсь. Я и не рассчитывала, что вы сохраните тайну, но это не страшно. Почему? Потому что вам все равно никто не поверит. Правильно. Даже если весь класс будет твердить, что сражался с космическими пиратами, все равно все решат, что это такая игра. Прощайся. У тебя 2 минуты. Две минуты у тебя. Прощайся. Не плачь. А я не плачу. Просто мне всегда хотелось иметь сестренку, такую же, как и ты. Если я смогу, я тебе обязательно напишу. Алиса, у меня есть вопрос. Угу. Ты обо мне в будущем нигде не слышала? А где я могла слышать? Ну, в списках академиков. Или фото великого ученого Ефима Королева. Прости, но я с тобой здесь первый раз познакомилась. Моя скромность меня всегда подводит. И даже в будущем будет подводить. Но ты же ничего не понимаешь. Даже если мне ничего не сказали, значит нельзя, запрещено. Если хотите, я вам расскажу. Девочки, я боюсь. Боря станет знаменитым художником. Знаменитым и некрасивым. Его выставки будут проходить не только на Земле, но и на Марсе, и на Венере. Мила станет детским врачом. К ней будут прилетать со всей галактики. Катя Михайлова выиграет Уимблдонский турнир. А поможет ей в этом Марта Ирастовна. Садовский станет обыкновенным инженером и изобретет самую обыкновенную машину времени. Лена Домбазова станет киноактрисой. О ней будут писать стихи. А стихи будет писать Мгновенье передо мной явилась ты, как мимолетное виденье. Да, Коля Герасимов. Ну, мне пора. И все же, Алиса, на твоем месте я бы еще раз взвесила перспективы. Марта Ирастовна, я же самая обыкновенная. Каждый может научиться.
А в этом что-то есть. Воспитаем своих. Ребята, Алиса показала нам рубежи, к которым надо стремиться. Мне пора. Алиса, а обо мне ты забыла? Ты хочешь быть известным путешественником? Конечно. Что за вопрос? Значит, будешь им. Но, к сожалению, в твоих книгах о путешествиях будут ошибки от желания приукрасить. Согласен. А если не верите, убедитесь сами, когда попадете к нам. А как мы туда попадем, если нас не пускают? Своим ходом, год за годом, и доберешься. Слышу голос из прекрасного далека, голос утренний в серебряной росе. Слышу голос и манящая дорога кружит голову, как в детстве карусель. Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь, от чистого истока. Прекрасное далеко, я начинаю путь. Слышу голос из прекрасного далека, он зовет меня не в райские края. Слышу голос спрашивает строго, а сегодня что для завтра сделал я? Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь, от чистого истока. Прекрасное далеко, я начинаю путь. Я клянусь, что стану чище и добрее, и в беде не брошу друга никогда. Слышу голос и спешу на зов скорее, по дороге, на которой нет следа. Прекрасное далеко, не будь ко мне жестоко, не будь ко мне жестоко, жестоко не будь, от чистого истока. Прекрасное